это не проблема. Выпечку можно делать полезную. На мороженом пойдет в правильную продуктовую корзину. Такого не может быть! Смотрю на что-то сладенькое и думаю, зачем? Не хочу. Итак, наша первая участница Ольга. Оля, привет. Привет. Ты готова? Готова. Ты готова к новой версии себя? Да. Что случилось в твоей жизни, что привело тебя в такой вес? Беременность, зажор, недосып, непрожитые эмоции. Хорошо. Вставай на весы. Итак, 95 килограммов. Оля, какой твой нормальный вес? Так как я уже не первый раз, как говорится, худею, после ковида набирала, потом еще были несколько зажоров. Ну, то есть желаемый мой вес где-то 66-70 килограмм. Вот реально оценивая свои возможности, за 3 месяца сколько ты можешь сбросить? Ну, чтобы прям не облажаться, 12-15. Я думаю, да. 15 килограмм. Мы запишем и вернемся к этому через 3 месяца. Итак, снимаем мерки. Объем груди 111, объем талии 102, объем бедер 122, объем руки 36 и объем ноги 70 сантиметров. У некоторых талия такая. Я попросила тебя написать письмо самой себе, в котором ты укажешь причины, зачем ты пришла на этот проект, для чего тебе это нужно и что ты получишь в результате. Готова зачитать? Да. Привет, я Ольга, мама 2 красавчиков, мне 36 лет. Доела себя до 95 килограмм. Хочу вернуться к себе легкой и стройной. Верю в себя. Добрый путь. Я верю, что у тебя все получится. И в руках наших самых классных специалистов у тебя просто не будет шанса свернуть с этого пути. Вперед. В добрый путь. Полина, привет. Добро пожаловать на проект «Дело в теле». Привет. Расскажи, пожалуйста, о своих целях. Чего бы ты хотела достичь в результате этого проекта? Самое главное — поправить здоровье и увеличить уровень энергии, потому что почувствовала, что стало тяжело выполнять все те объемы задач, которые сейчас есть. И если получится, то сбросить сколько-нибудь килограмм. Ты готова работать, следовать инструкциям наших специалистов? Конечно. Отлично. А какой твой нормальный, комфортный вес? 51-52. Вставай на весы. Фух. У тебя всего лишь 63 килограмма. Подожди, нам еще нужно снять мерки. Потому что очень часто вес остается, уходит жир, растет мышечная масса, но уходят объемы. Это не страшно. Итак, объем груди 93 сантиметра, объем талии 78, объем бедер 107, рука 31, это с моим пальцем. Но без пальца тоже 31. Объем ноги в самом широком месте 63 сантиметра. А я просила тебя написать мотивационное письмо со своими целями и тем, чего бы ты хотела получить в результате. Зачитай. Немножко духовности. Дорогая Вселенная, прошу помочь в осуществлении моих целей на этом проекте. Первое. Наладить работу щитовидной железы, привести тело в тонус, улучшить координацию, улучшить общее состояние здоровья и повысить уровень энергии. Отлично, супер. Я уберу это на 3 месяца. После этого мы вскроем и прочитаем. Итак, наши следующие участники – семейная пара Татьяна и Александр. Добрый день. Я рада приветствовать вас на проекте. Как дела? Готовы? Мы готовы. Готовы. Внутреннее равновесие пришло уже к согласию. Александр любит готовить и кормить Татьяну, поэтому, собственно, на проекте участвуют 2. Как это будет выглядеть теперь? Я думаю, Александр будет продолжать готовить. Я тоже подключусь. Соответственно, мы поменяем тип продуктов, блюда, все будет меняться. Уже поменялось. Мы уже вчера начали, уже холодильник у нас поменял состав продуктов. Ваш род деятельности, он предполагает много передвижения или же придется все-таки как-то внедрять? По всей вероятности, род передвижения это на машине, так как мы живем в Испании, тут разные расстояния, горочки, морочки.
определенное время. Кто-то работает с утра, кто-то работает с обеда, и поэтому, чтобы все успеть сделать, нужно обязательно только на машине можешь передвигаться. Готовы пересесть на велосипед? И готов пересесть на велосипед с одним этим, как его, условием, чтобы его не украли. Ну, будем ходить, будем двигаться больше. Татьяна, я знаю, что ты занимаешься йогой, и сейчас нужно будет что-то более активное. Да, нужно кардио добавить. Планируем ходить. Вот. Я, в общем, раньше ходила, сейчас надо вернуться к этому опыту. Будешь ходить по пляжу? Буду ходить по набережной, да. Хорошо. Готовы взвеситься? Да, конечно. Итак, ваш вес 110 килограммов. С телефоном, да. Татьяна, прошу. Ваш вес 76 килограммов 800 грамм. Давайте я замерю вас. Здесь можно Объем груди. Здесь можно что? не убирать. Окей, здесь оставляем 107. Талия 97. Бедра 114. Руку. Чтобы все было честно, и майку подвинь. 33. Нога 62. Александр, ну, где хотите убрать? Ваша талия 118 сантиметров. По условиям проекта вы должны написать письмо мотивационное, сколько хотели бы сбросить или как хотели бы изменить свою жизнь и что вы получите в результате. Прошу зачитать. Хочу достичь уменьшения веса, улучшения метаболизма и научиться правильному питанию. И также выработать системный образ жизни. Татьяна. Так, цель – похудеть за 3 месяца на 8 килограмм, изменить привычки по питанию и вести более активный образ жизни. В результате снижения веса желание ощущать в себе больше энергии и одевать более приталенные вещи. Отлично. Я думаю, что мы тебя увидим через 3 месяца в мини-платье на финале этого проекта. Я надеюсь. Я желаю вам удачи, мотивации и прекрасного настроения. Спасибо. Наша следующая участница Наталья. Добро пожаловать на проект. Спасибо огромное. Как настрой? Боевой. Отлично, я рада слышать. Что ты ждешь от проекта? Я жду от проекта изменить свою жизнь полностью за эти 3 месяца, стать уверенной в себе, похудеть. Ты готова работать? Я всегда готова. Ты готова учиться? Я всегда готова. Я послушная ученица. Думаю. Отлично. Вот это мы как раз-таки и проверим. А теперь на весы. Итак, барабанная дробь. Шагай. Твой вес 85,5 килограммов. Но не так уж и много. Давай я сниму мерки с тебя. Давай. Объем груди 110 сантиметров. Объем Почти талии Саманта Фокс. 99 сантиметров. Ну, идеально же все. Бедра. Делайте ваши ставки. 111 сантиметров. Ну, слушайте, все пропорционально. Руку. 32 и 66. Ты написала письмо, в котором указала твои ожидания на проект и твою мотивацию. Да, Готова зачитать его? да. Письмо в студию. Хочу похудеть хотя бы на 10 килограмм, стать стройной и уверенной в себе. Хочу отпустить страхи и неуверенность. Хочу полюбить свое тело и себя. Это мы убираем и прочитаем в конце Окей. проекта. Ну что, Наталья, мы сняли мерки, взвесили тебя. Настрой боевой, Да. в добрый путь. Спасибо. И Я удачи буду тебе. стараться. Спасибо большое. Приятно познакомиться, Оля. Я ваш нутрициолог Юлия Аскарова. Скажи, пожалуйста, а что ты любишь кушать? Вот что вообще является твоим любимым наслаждением, да, и от чего тебе будет сложнее всего отказаться? Наверное, от сладкого. То есть Булочки, шоколад. Ну, ты знаешь, это все решаемое. Мы сладкое заменим на полезное сладкое, например, печеные яблоки. И шоколад возьмем более горький, где меньше сахаров. И на самом деле он очень полезный. Мы будем его кушать в дозволенных дозировках.
какой режим вообще дня? Режим дня. Стараюсь кушать 3 раза в неделю. Оговорочка по Фрейду. 3 раза в день, не больше. Не перекусывать, потому что я знаю, что эти скачки инсулина, и потом после них еще больше хочется есть. Но я научу лайфхакам, да, которые можно вводить так рутинно в спортивные моменты, да, какие-то в течение дня. Встретимся у твоего холодильника через неделю. Я сделаю разбор, и мы обсудим прямо около холодильника все моментики. Скажи, пожалуйста, а какие твои вредные привычки, по твоему мнению, от которых бы ты хотела избавиться, в каком режиме ты живешь и что ты любишь вкусненького из вредного? Наверное, самый такой острый вопрос – это выпечка. Привычки совсем поменялись в связи с эмиграцией, и, наверное, большая проблема стала подобрать продукты, которые вкусные для меня и которые не нанесут вреда. И хотелось бы улучшить, наверное, понимание, составления своего блюда, которое не нарушит режим дня и даст энергии, потому что привычные продукты исчезли, а новые еще не подобраны, и это мешает ритму жизни. Мне не хватает энергии. В целом, простите меня, местные люди, мне не очень нравятся местные десерты, поэтому от этого я спасена. Но делать иногда домашнюю выпечку пока что делаю, и конечно, не промышленные масштабы, но тем не менее, тот же манник или пирог раз в неделю иногда бывает. Это не проблема, потому что выпечку можно делать полезную. Я сориентирую по местным продуктовым магазинам и продуктам, которые можно взаимозаменяемо применить. И, соответственно, обогатить свой рацион, расширить его, и встретимся у холодильника, у твоего, посмотрим, что там у тебя вредного, и я дам все свои рекомендации. До встречи через неделю. Я ваш нутрициолог и готова помочь вам вы зачитали письма, свои, и я бы готова вам помочь дойти до результата, который бы вы хотели. Конечно, прежде всего мы займемся тем, что научимся формировать нашу правильную корзину продуктовую и комплектовать наш холодильник полезно и красиво. Далее мы будем учиться составлять сбалансированную, вкусную, полезную тарелку. Скажите, пожалуйста, в каком режиме вы сейчас находитесь и что бы вы хотели поменять в своем режиме дня, режиме питания? Я бы хотела добавить больше активности, потому что у меня сидячая работа. 2 раза в неделю йога – это недостаточно. Нужно добавить тренировки ежедневно, я думаю, хотя бы 5 часов в неделю. Я думаю, что именно формированием полезных привычек мы и займемся. То есть это все будет у вас уже на автомате. Александр, ваше слово. Какие ваши потребности в данном проекте? Наверное, более активный образ жизни, больше двигаться. Естественно, я очень любитель поесть, хорошо поесть, вкусно поесть и вредно поесть. Конечно, тут надо будет, наверное, все-таки для улучшения метаболизма и потери веса надо будет как-то по-другому на это посмотреть, систематизировать в какой-то мере все это. Очень правильно мыслят наши участники, меня это безумно радует. Вы сказали все вместо меня. Вы все знаете, нужен просто дополнительный контроль и такой небольшой пинок, видимо, потому что знать знаем, делать не делаем, а нужно, чтобы кто-то ежедневно подстегивал, подсказывал, и мы не будем ограничиваться в калориях, мы просто научимся их правильно расходовать. С вами мы теперь увидимся через неделю у вашего холодильника и посмотрим, что у вас там, сделаем разбор, дадим рекомендации. До встречи через неделю. У меня сразу к вам вопрос. Скажите, а какая вообще основная проблема и с чем бы вы хотели разобраться, прежде всего? В каком режиме вы питаетесь и что вы любите больше всего из еды? Проблема, во-первых, хочется стать очень красивой, подтянутой. И для здоровья
подтянуть свое здоровье в первую очередь, стать, самое главное, уверенной в себе. Вот. В каком режиме вы питаетесь, живете и что вы любите? Такой рабочий график, наверное, надо будет с собой как-то подстраиваться, брать с собой еду, да, то есть я готова выполнять режим, какой должен быть. Настрой прекрасный, я думаю, что у нас все получится, потому что главное – это настрой. И я научу правильным привычкам, они у нас закрепятся за эти 3 месяца, и будет уже выполняться все на автомате. То есть мы будем кушать то, что нам вкусно и полезно, и будем жить в том режиме, который поможет ресурсно себя чувствовать. Ну а через 2 недели мы встретимся у вашего холодильника, начнем с этого, и я расскажу и покажу, что и как там должно быть.